Когда я рассказываю у себя в канале что-то о процедурах, часто потом получаю комментарии. Посмотрите на, и тут называют имя какого-то известного человека. Как правило, ей 70 лет, и она круто выглядит без всех этих ваших процедур. И знаете, я с вами соглашусь. Косметология действительно не всесильна. И невозможно вызывать восхищение у людей, только ходя к косметологу и не обращая внимания на вот эти 3 главных фактора. Я Юлия Щербатова, мне 48 лет, я кандидат медицинских наук, я косметолог и главный врач клиники. И главное, вы поймете, как даже без косметологических вмешательств выглядеть на 10 лет моложе и вызывать искреннее восхищение окружающих. Никакой магии, только факты. Посмотрите до конца, и вы поймете, что действительно делает женщину притягательной после 40. Тут вы спросите наверняка, и что? Косметология, значит, не работает? Работает! Но в здоровом теле процедуры в разы эффективнее. Итак, первый признак возраста, маркер возраста, когда мы говорим, что молодая была уже не молода, это походка и осанка. Сколько ни занимайся косметологией, сколько ни кали в себя всевозможные уколы красоты, моложе вас это не сделает на том уровне, когда тело вас несет уже неправильно во времени и пространстве. Юные люди очень редко пользуются перилами. Они никогда не цепляются, когда им нужно сбежать по лестнице, не цепляются за перила. А если вы начали пользоваться перилами, это признак того, что ваша походка, ваша осанка и упругость мышечной силы начинает меняться. Если вы начинаете смотреть, куда вы на какую ступеньку наступили, вспомните, когда вы были молодыми, скакали через 3 ступеньки, и никто на них не смотрел. Если вы начинаете зрением контролировать ступеньки, куда вы спускаетесь, это еще один признак. Еще один признак – это когда, чтобы встать с дивана, вам нужно взять разбег, раскачаться, вцепиться в подлокотник. И некоторым взрослым людям даже нужна уже помощь посторонних людей для того, чтобы встать с низкого сидения, с мягкого особенно, вообще отдельная проблема. Это еще один момент. Третий момент, который можно увидеть, это то, что вам вместо того, чтобы легко подпрыгнуть с места и куда-то там пойти, нужно совершить массу, какую-то череду прямо действий, встать, постоять, спина, да, или там ноги как будто отсидели, или там вообще как-то нету вообще бодрости вскочить и пойти, это еще один признак. Потеря мышечной силы, мышечной упругости, нарушение осанки, нарушение связки между опорно-двигательным аппаратом приводит к тому, что мы стремительно теряем молодость и становимся не молодыми, выглядим не моложе, а старше. Еще один нюанс, который я заметила, просто смотря на окружающих, это походка. Когда мы начинаем немножечко пришаркивать ногами, когда мы не упруго отрываем ноги от поверхности, а начинаем немножечко волочить ноги, и походка от этого стремительно меняется. Если вы замечаете у своих близких или у себя такой признак, насторожитесь. Что надо делать? Надо двигаться. В этот самый момент, когда вы замечаете вот такие нюансы, бросаем все, приседайте, танцуйте, плывите, занимайтесь йогой, дыхательной гимнастикой, чем угодно. Главное, чтобы исчезли эти признаки. После того, как вы начали двигаться, вы наверняка заметите еще некоторые признаки, как я их тоже замечаю. Например, если я иду за кем-то по улице или я иду в метро, я замечаю очень часто, что люди, даже молодые на самом деле, взрослые тем более, очень часто имеют искривления, которые заметить невооруженным глазом очень просто. Например, вы стаптываете обувь внутрь или наружу, да, особенно это видно по подошвам обуви. Возьмите свою обувь и осмотрите ее сзади, с задника. И вы увидите, если ваша обувь стоптана на какой-то край, каким-то образом там сдвинута вообще конструкция обуви, подошва в одну сторону, там, задник в другую, вы поймете таким простым образом, что нарушение вашей осанки, нарушение архитектоники тела, нарушение позвоночного столба относительно других суставов приводит к тому, что обувь стаптывается. Мы очень часто видим, когда, я вижу вообще очень часто, когда люди прямо идут стопами внутрь или идут стопами наружу, или коленочки сходятся, а дальше ножки расходятся, да, к голени. Или наоборот, бывает, когда такое О-образное изменение, когда человек ноги ставит так, что у него вот прям такое одно большое окно между ногами. Это
всегда приведет к тому, что тазобедренные суставы и суставы, которые между позвонками находятся, там, где грыжи как раз возникают, они будут добивать ваше здоровье. Если вы заметили такие признаки у себя, не игнорируйте их никогда, потому что лечиться будет в разы дороже. Как говорит наш ортопед в клинике, если бы все люди поправили осанку, если бы все люди выровняли положение стоп, замены суставов, наверное, бы вообще не происходило. Те боли, те какие-то неудобства при ходьбе, при физической нагрузке, просто после ночного сна, который вы использовали, можно не испытывать. Это можно все убрать и сохранить себе здоровье на долгие-долгие годы. Второй признак, который делает нас старше, мой любимый, честно, это прикус. Прикус – это то, что все люди, которые не имеют врачебного образования, понимают чаще всего неправильно. И об этом я не устаю рассказывать на приеме. Очень часто рассказываю, как прикус влияет на положение вообще ткани в области лица и черепа, как прикус влияет на вообще все соотношение тела во времени и пространстве. Когда вот тот самый сигнал от стоп неправильно доходит до головы, до черепа, начинается, у кого-то это даже врожденное состояние, начинаются проблемы с прикусом. Прикус – это такая штука, которая посредством положения зубов, бугров жевательных, на жевательных зубах, которые клыков и резцов, замыкает вот этот зубочелюстной замок. Если он устроен правильно, прикус нормальный, то тогда положение головок височно-нижнечелюстного сустава правильное. Ваши зубы не стираются, вы правильно жуете пищу, а самое главное, вы сейчас удивитесь, если ваш прикус правильный, то ваш внешний вид сразу рапортует о здоровье. И это потрясающая штука, которую мы часто обсуждаем с моими пациентами. Например, если вы приходите и у вас вот такие вот складки, мы их называем складки-марионетки. На нашем врачебном языке это называется губно-краевая борозда. Вот так вот, вот эти вот складки, которые от угла рта опускаются к краю нижней челюсти, не возникают у тех людей, у которых прикус правильный, сюрприз. Или когда вы приносите вот такие носогубные складки, которые глубоко прорезаны, которые создают ощущение нависания щеки, это тоже проблема прикуса. И тоже нюанс, который исправить только косметологическими средствами вроде бы можно. Когда мы разговариваем еще о прикусе в контексте нашего возраста, это удивительно, потому что даже если прикус был относительно нормальным, не приносил нам никаких бед и проблем, ничего не надо было исправлять, с возрастом бугры жевательных зубов, те, которые у нас там на малярах находятся, на самых крупных зубах, они постепенно стираются, особенно если минеральный обмен в ваших костях, в эмали ваших зубов не очень правильный, то эмаль становится не прочная, упругая такая, как стекло. Зубки стираются, прикус снижается, положение головки височно-нижнечелюстного сустава меняется, западает ротик вглубь. Да, очень часто у взрослых людей можно увидеть или там проследить по фотографиям, как у них ротик начинает как будто западать туда, вглубь. Подбородок чуть выезжает вперед, носик опускается, и вся зона рта меняется. Еще и возникают такие вертикальные морщины. И вы приносите мне это и говорите: давайте что-нибудь уколем. Конечно же, уколем. Но если мы с вами не исправим прикус, положение височно-нижнечелюстного сустава, высоту прикуса нормальную и нормальное смыкание клыков и резцов, ничего хорошего у нас не произойдет. Почему? Потому что все мягкие ткани, которые расположены у нас в области лица и шеи, устроены так, что они вторым концом, да, часть прикрепляется к коже, да, за счет этого возможны мимические движения, улыбки, артикуляции и так далее, прикрепляются в мягкие ткани, а вторая часть связана с костями. Это самое важное, что нужно тут понять. Чем хуже положение ваших твердых тканей, костей, зубов, тем хуже вы выглядите в зеркале. Потому что как только снижается высота прикуса, начинает провисать второй подбородок, и вроде бы и жира никакого нет, но не упруго, висит как гамак. Когда снижается высота прикуса, и прикус неправильный, например, слишком глубокий, то возникает изумительное просто искажение ткани с возрастом, когда удлиняется верхняя губа, нижняя губа как будто заезжает вглубь и становится практически невидимой, и возникает такое другое лицо. Человек перестает себя вообще в зеркале иногда узнавать и говорит: я же в молодости такая не была. Не была, потому что изменилось положение мягких тканей относительно костей. И что еще важно тут сказать, что чем мы старше, тем кости наши
более изменчивы. Есть даже такие мультики, я несколько раз о них говорила уже, такие 3D-шные деформации, которые можно в короткое время посмотреть, как меняются кости нашего лицевого черепа с возрастом. Есть сейчас даже исследования очень интересные, которые говорят о том, что при плохом состоянии костной ткани, например, в менопаузе или когда некомпенсированно, естественно, или когда есть нарушение содержания витамина D, когда мы в дефиците витамина D, то мы представить себе не можем, насколько уменьшается объем костей лицевого черепа. Есть исследования, которые говорят о том, что уменьшается, прям глобально, там, в некоторых ситуациях даже до 9 кубических сантиметров за 3 года. И это удивительно, потому что мы, пытаясь решить косметологическими процедурами эту проблему, не только ее не решаем, но еще и теряем время, потому что заниматься на самом деле нужно лечением у ортопеда, у нас есть в клинике, лечением у ортодонта. Этот человек следует за ортопедом, а никогда не наоборот. То есть если вас беспокоит прикус, начинать надо с ортопеда. Вы не ослышались, все правильно. Чтобы лечение было эффективным и навсегда, что называется. И только третьим замыкающим человеком выступает косметолог. Вот только тогда коррекция будет успешной, и вы будете выглядеть, если не на 20 лет, на 10 лет моложе точно. Третье, что делает вас старшего вашего возраста, это стресс. Но давайте договоримся. Я не буду вам менторским голосом рассказывать про стресс, как нужно не обращать внимания на это, на все. Давайте мы с вами будем разговаривать про главное, про то, что стресс – это часть жизни. Да, он продолжался, продолжается, будет продолжаться. Жизнь – это вообще череда каких-то событий. И наша реакция на этот стресс, она выражается в комплексном изменении наших тканей. Поэтому в юности мы все такие прекрасные, а потом с возрастом, даже есть в фольклоре очень много таких выражений. Давайте будем честны, что если мы этим вопросом не занимаемся, все происходит по тому сценарию, который мы видели по телам наших мам, бабушек, пап. И если мы хотим минимизировать эту историю, мы должны помнить очень простую вещь. Профилактика стресса – это огромная тема, но я научу вас главному. Если вы в этот день, конкретный день, просто переутомились, или что-то неприятное произошло, будет оно происходить, тут хоть убейся, зафиксируйтесь сознанием, как вы сейчас телом выглядите со стороны. Иногда можно прямо в зеркало посмотреть. Если вы вот такой, зафиксируйте это, осознайте это и отмотайте назад. Выровняйтесь, улыбнитесь, расправьте лоб, почувствуйте, что на ваших плечах ничего не лежит, никакой груз. В этот момент очень удобно заняться любой совершенно дыхательной гимнастикой. В конце концов, каждая из них была изобретена для того, чтобы помогать. Поэтому какая она будет конкретно, будет или это йогическое дыхание, или это будет гимнастика по Стрельниковой, или это будет дыхание, которое с элементами гипероксигенации, что угодно, потому что дыхание возвращает клетку к нормальному функционалу. Раз. Нормализует экскурсию грудной клетки. Это 2. И если ты захочешь правильно подышать и будешь вот такой, у тебя ничего не получится. Поэтому нужно выровняться и подышать любым способом, который вам нравится. Квадратное дыхание. Даже можно песню спеть. Почему? Потому что во время того, когда вы поете, нормализуется экскурсия грудной клетки, нормализуется движение диафрагмы, удаляется, минимизируется оксидативный стресс. Мысли ваши, хотите вы того или нет, моментально придут в порядок, потому что если вы дышите, вы думаете о дыхании. Ваше сознание, ваше внимание направляется на дыхание, а не на те мысли, которые были. Попробуйте, вот вам лайфхак совершенно бесплатно и точно работает прекрасно. А если еще буквальнее, то смотрите на стресс с высоко поднятой головой. И тогда вы его победите, а не он вас.